Российско-украинский военный конфликт длится уже 2 года, и его ход неоднозначен для многих людей. С одной стороны, конфликт приобрел позиционный характер, результатом чего становятся колоссальные потери со всех сторон. Но с другой стороны, не все участники конфликта полноценно ощущают тяжесть тех самых потерь. И речь идет о России, граждане которой будто и не видят того, что уже долгое время находятся в состоянии войны. Почему так происходит, я расскажу прямо сейчас. С тебя подписка на канал, а я продолжаю. Итак, в чем заключается суть того, что граждане России не замечают войны? Она кроется в том, что жизнь среди статистического гражданина РФ после вторжения в Украину толком-то не изменилась. По сравнению с Украиной тут открыты границы, не идет форсированная мобилизация, люди в состоянии купить многие продукты и порадовать себя какими-то подарками. Это все вкупе перестало быть доступным для большинства граждан Украины, которые и до войны жили туго. И именно отсюда и возникает у многих вопрос, а какого черта? Почему, несмотря на долгий конфликт, экономическое давление Запада, а также колоссальные траты на СВО, жители России видят стабильность в собственной стране, а не разруху, как в Украине? В чем же секрет данного явления? Возможно, многие скажут, что секрет кроется всего-то в размерах России и количестве ее населения, что отчасти правда. Но знаете ли вы, какие огромные ресурсы были выделены Украине в самом начале войны с кошелька НАТО? По самым скромным подсчетам, они составили 5 ее довоенных бюджетов. Численность украинских войск на всех направлениях войны в 4 раза превышала русскую армию. И потому считать, что России помогли лишь ее размер и количество населения, очень глупо. Россияне не замечают войны по другим причинам, о которых мы и поговорим прямо сейчас. Первая причина заключается в особенностях ведения войны. Россия и Украина имеют разные подходы к ведению войны и использованию ресурсов. Например, украинцы нередко пускали свои ресурсы на ветер в попытке получить популярность. Весеннее контрнаступление без подготовки и авиации, попытки водрузить флаг в Крыму или же на левом берегу Днепра, показушные траты денег в никуда, а также повальная коррупция в госаппарате исчерпали огромные ресурсы, которые имела Украина на начало войны и привели к огромным потерям, которые власть и начала затыкать за счет народа. Именно потому и началось закрытие границ и ужесточение мобилизации в Украине, последствием которой стал кадровый голод во многих секторах экономики. А уж если в стране нет людей для работы, то и денег на нормальную жизнь тоже не будет. А вот в России, несмотря на коррупцию и беспредел в армии, ситуация сложилась иначе. Русские, ввиду ограниченности своих ресурсов и малочисленности контингента в Украине на начало конфликта, старались не лезть в бессмысленные авантюры. Они вывели, когда надо, армию с Харьковской области, ибо возникла угроза окружения. Они эвакуировали войска с Херсона, сохранив таким образом армию на 60 тысяч человек, которая тоже могла оказаться в окружении, но уже на противоположном берегу Днепра. Благодаря подобному подходу армия России еще долго сможет сражаться в Украине даже на истощение, не прибегая к ужесточению мобилизации и нарушению жизни своих граждан. Эта причина является главным ответом на вопрос ролика, но помимо нее есть и другие, как, например, вторая причина, которая заключается в том, что конфликт почти не происходит на российской территории. Основные боевые действия происходят на украинской территории и наносят ущерб именно украинской стороне конфликта. Это позволяет россиянам не ощущать основных тягот войны и, по сути, сохранять экономику. Также новоприобретенные регионы в виде Донбасса и 2 областей Украины позволяют даже улучшить свой экономический потенциал. Потому, как бы украинцы не желали, но война никогда не придет на территорию России. В связи с тем, что никто не собирается провоцировать русских, которые могут применить ядерное оружие или же напасть на другие страны. Это говорили даже украинские политики, между прочим. Ощущая подобную безнаказанность, Российская Федерация и дальше продолжает создавать иллюзию, где основные граждане не ощущают тягот от военных действий. Третья причина того, почему россияне не ощущают войны, заключается в особенностях российской мобилизации. Она приобрела уникальные очертания в ходе военного конфликта и основывается преимущественно на добровольной или же контрактной основе. Министерство обороны России создает контракты, которые подписывают различные люди. Этих людей отправляют в зону СВО, после чего им раз в месяц отчисляют денежные суммы. Этих денег хватает не только для того, чтобы прокормить себя и собственную семью, а и накопить деньги на квартиру, чего не может сделать большинство россиян. Даже самый минимальный контракт на СВО в 10 раз превышает среднюю зарплату по России, а самый крупный контракт для простого россиянина может достигать $5000 в месяц. Такое денежное вознаграждение привлекает многих россиян служить и позволяет
позволяет им продвинуться по карьерной лестнице. Проблем с нехваткой военных кадров у России нет, и потому нужды в нарушении жизни граждан какой-то там мобилизацией тоже нет. В Украине же мотивация военных оставляет желать лучшего. Задержки в зарплатах военных, различные мрачные слухи и огромные кладбища, которые появились за 2 года конфликта, вызывают у украинцев мысль, что данная война — это билет в один конец, без возможности на спасение. Потому добровольцев в украинской армии фактически не осталось, а восполнять выбывших приходится насильственным путем, загребая с улиц. Немаловажный фактор, который положительно влияет на стабильность в России, заключается и в мобилизации заключенных. Этим людям предлагают свободу в обмен на участие в украинско-российском конфликте. По состоянию на 2022 год Россия занимала 5-е место в мире по количеству заключенных. Их численность составляла 470 тысяч человек, и это неплохой людской резерв. Привлекая подобных людей в армию, русское государство убивает несколько зайцев одним выстрелом, позволяя не только избегать мобилизации украинского образца, а и задействовать опасные элементы общества в полезных целях. Некоторые считают такой подход русских властей негуманным, акцентируя внимание на том, что заключенные становятся либо пушечным мясом, либо главными мародерами на СВО, либо этих заключенных очень жестоко избивают. Однако, несмотря на все, мобилизация заключенных происходит добровольно, и доподлинно неизвестны случаи, где заключенных загоняли палками в русскую армию. Ну, по крайней мере, доказательств я этому не видел. Если у вас такие есть, можете писать в комментариях. Также неизвестно и количество заключенных в армии РФ, и оценивать их роль в конфликте очень сложно. Но несложно сказать то, что провернуть такое же в Украине не получится, так как количество заключенных в этой стране по состоянию на 2022 год составило 48 тысяч, чего в 10 раз меньше, чем в России. Этого крайне мало даже для войны, и вряд ли мобилизация данных людей будет идти добровольно, ввиду последних событий. В целом, побочные эффекты от российско-украинского конфликта можно наблюдать в России пусть и на косметическом уровне. Чаще всего они проявляются в скачках цен на некоторые продукты или же нестабильности курса доллара, которые могут повториться снова. Конфликт же в Украине является ничем иным, как войной на истощение, и вряд ли приносит выгоду России, ну, по крайней мере, в ближайшее время. Но несмотря на это, граждане РФ фактически не ощущают войны, и причины этому были озвучены в ролике. Если я не озвучил что-то, то ты можешь меня дополнить в комментариях. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!